Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить, какой возраст наиболее подходящий для построения отношений с мужчиной у женщины и девушки, и какой возраст наибольшее количество мужчин выберет. Вообще, вы знаете, мне поступает очень много комментариев, что женщина должна быть до 30 лет. Все, если она старше, она не котируется на рынке отношений, она списывается, она не привлекательна для построения семьи, вот этот фертильный возраст, он заканчивается, поэтому цены женщины очень снижаются. Такая женщина считается какой-то бракованной, дефектной, что она уже никому не интересна, так думают мужчины, поэтому мужчины некоторые говорят, что такая женщина уже должна за мужчиной бегать. Я готовилась к этому видео и просто думала о том, что вот мы каждый год задуваем свечку условно, да, на день рождения, и понимаем, что мы становимся старше на 1 год. Это независимо от пола, и мужчины, и женщины. И несправедливость в том, что, как бы считается, мужчина становится лучше с годами, как вино, а у женщины очень ограниченное вот это время, когда она может реализоваться как мама, да, женское вот это счастье получить. И все равно в обществе у нас не принято спрашивать у женщины возраст. Ну, как бы это для женщин некоторых очень обидно, что она даже вот самой для себя вот просто понимает, что она взрослеет, что-то упускает там, и так далее. В общем, в этом смысле женщине не просто. Я сегодня поговорю об этом, обо всем, да, о том, если женщина чуть постарше или молодая женщина в отношениях с мужчиной. И также я скажу в этом видео свое мнение, все-таки нужно ли привязываться к этому возрасту или больше смотреть на свои чувства и смотреть, кто рядом с вами, какой человек. Ведь так сложно сейчас встретить хорошего человека, если уж еще по этому пункту заморачиваться, то просто можно сойти с ума. Ну, также хочу подчеркнуть, что в этом видео я не буду рассматривать женщин, которые уже физиологически не готовы родить, то есть это 40+. Сколько людей, столько и судеб, и бывает после 40 рождаются здоровые дети, и все замечательно, но, скорее всего, это исключение из правил. И также не буду рассматривать парочки из серии там старик с юной Лолитой, там, и наоборот, да, когда женщина старше, сильно там на 20 лет. То есть это вообще видео тема для другого видео. Надо сказать, что женщина, мальчик и девочка развиваются по-разному. Девочка в определенном возрасте, мальчик затормаживается, девочка идет вперед. Это можно увидеть по школе, когда девочка такая серьезная, хорошо учится, а мальчик, может быть, еще пока не очень серьезный. Может быть, кстати, это вот считается 2 года разница. Может быть, кстати, вот поэтому можно услышать, что разница, когда у мужа и жены, там, да, или у партнера 2 года разницы, то есть это хорошо, это идеально считается, это вот как бы вроде ровесники, но вот это вот компенсация этого возраста. Мальчик потом, он догоняет девочку и даже где-то может опережать в развитии. Я общаюсь с большим количеством мужчин и женщин в силу своей профессии, могу сказать, что я встречала гораздо, не то что гораздо больше, я не умаляю возможности женщин в развитии, но я встречала большое количество мужчин, которые эрудированные и достаточно мудро смотрят по каким-то моментам в жизни, и вот даже по отношению к женщине, вообще в отношениях, хотя это вроде прерогатива женщин, то есть мужчин более мудрых я больше встречала. И считается, что вот возраст 28-30 лет у женщины это вот она такая уже сформированная цельная личность, психологически она выросла, потому что до этого возраста это, конечно, некоторые мужчины могут сталкиваться с тем, что у женщины очень эмоционально нестабильные, там где-то возраст 20-25 лет, капризные, плаксивые, постоянно вот там тоже девочки говорят, будь мудрой, как лиса, вот скажи ему там вот все какие-то водные знаки, вот там ты так-то вот хочешь, ну вот так переверни. Когда ты становишься старше, ты понимаешь, что мужчина просто по-другому устроен, ему нужно просто сказать как есть, просто прямым текстом, и тогда все будет понятно.
но для молодых девушек это непонятно, и часто, в общем, это так одна из причин, да, того, что вот минусы, когда очень юная девушка, молодая, наверное, поэтому 18, раньше 20 лет отдавали, был жесткий патриархат, и девочка не знала, как по-другому, то есть мужчина был лидером, и он прям подстраивал под себя женщину, лепил ее. Это я помню, мне еще, когда я училась в художественном колледже, мне художник говорил, что гораздо проще переучить какого-то юного человека, чем уже взрослого, сформированного, просто даже в профессии. Вот, и как бы женщина, да, не знаю как по-другому, она принимала свою женскую судьбу и была такая покладистая. Сейчас по-другому немножечко у нас все. И что касается, конечно, возраста, все равно многим нравятся молодые. Везде, независимо от пола, на работе хотят молодых, да, я знаю какое-то количество бизнесменов, которые, в принципе, окружают себя только молодой командой. Молодость — это драйв, это какие-то новые такие вот необычные, может быть, идеи, да, это здоровье, что очень важно для мужчин, потому что, конечно, огромное количество лет было сформировано в нашем инстинкте, просто сознании, инстинкте, что если ты видишь молодую, то это девушка, которая может родить здоровое потомство. И мужчины, конечно, понимают, что чем старше женщина, да и женщина тоже это прекрасно понимает, то с этим могут возникнуть проблемы, и есть риск того, что ребенок родится нездоровым. Кстати, даже вот вы заметили, в магазины заходишь, и в принципе очень мало магазинов, которые прямо для взрослых женщин. То есть это в основном где-то до 35 лет. Большое количество магазинов даже предназначены для молодежи. То есть все вот так вот подточено на молодежь. Есть даже такое название эйдизм, да, это дискриминация по возрасту. Конечно, женщины гораздо больше сталкиваются с этой дискриминацией, чем мужчины. И вот раньше, кстати, в 2020 году, сейчас все сместилось у нас. В 1920 году до 1920 года, до 42 лет доживали. То есть 30 лет это были уже глубокие просто старики. Даже посмотреть какие-то картины, да, перед тобой там юная особа, а ты просто понимаешь, что ей уже 40 на вид. Кстати, тот, кто смотрит дорамы, да, интересуется японской культурой, и вот меня так заинтересовало, я смотрела там актеров каких-то симпатичных, смотрю один, без отношений, потом почитала, что они вообще серьезно относятся к этому, как, в общем-то, и должно быть. И строить сначала карьеру, да, фундамент, и потом уже у них так вот, чтобы прям разово они так встречались, редко. То есть и потом уже соединяются и создают семью. Вот. Но у нас все равно, то есть они вообще не заморачиваются, то есть они ближе к 40 только это делают, и они не заморачиваются по этому поводу и не рассматривают женщину, как некоторые женщины российские пишут, что у нас мужчины как кусок мяса рассматривают тебя, вот как просто как техническую такую возможность родить, то есть независимо от того, какая ты личность, да, что у тебя какой-то уже опыт, что ты гораздо, может быть, интереснее, вот. То есть вот это вот как кусок мяса рассматривание очень сильно обижает наших женщин. И фертильность, возраст, да, который я в самом начале сказала, можно объяснить это вот, когда ты кладешь 1 миллион в банк и отщипываешь по чуть-чуть, да, каждый год, и оттуда с этого 1 миллиона что-то забираешь. Это вот женский организм так устроен, что, конечно, у женщины с каждым годом возможность по деторождению становится все меньше и меньше, поэтому врачи тоже обеспокоены, когда женщина уже взрослая, они пытаются как-то
сказать этой женщине, что давай-ка ты, что-то ты там думаешь, да. Но, понимаете, у женщин большая проблема в том, чтобы, во-первых, встретить подходящего человека, а если она встретит его, чтобы на него можно было положиться, это раз. Во-вторых, знаете, есть тоже минусы, как я сказала, да, еще скажу, минусы в отношениях с очень юной женщиной. Ну, когда партнеры ровесники, это может так не ощущаться. Но у каждого же разное представление этой любви. И часто бывает, когда люди проходят какой-то опыт жизни, и только после 40 встречают своего человека, или даже уже старше. И когда уже есть вся глубина чувств, когда тебе казалось, там, что ты уже не встретишь такого человека, а он тебе встречается. И понимаете, но вот как это вот такое вот, да, когда у тебя никогда не было таких чувств, можно променять просто на там, молодое тело. Союз молодой перечислила, да, какой-то момент, который может очень сильно отталкивать мужчин. Но я хочу больше сейчас поговорить о женщинах, которые более старшего возраста, потому что на самом деле, общаясь с разными поколениями, я могу сказать, что более старшего возраста женщины, они более мудрые, они больше настроены на настоящие чувства. И да, у меня есть знакомая, которая родила в разное время. То есть она родила сначала очень молодой, и потом прошло очень большое количество лет, когда у нее появился второй ребенок. И она мне сказала, что это очень большая разница вообще, как она относилась к ребенку, воспитание, что она сама чувствовала. То есть, когда старше, то все это было именно богаче по эмоциям и вообще по пониманию всего. Поэтому для тех, кто ищет какой-то очень такой глубокой любви, может быть, такой более что-то настоящего, душевного. Разное, конечно, все нельзя подстроить под какое-то одно описание, что только так должно быть. Но на самом деле очень не то что обидно, да, так за женщин, но когда рассматривают, вот я говорю, некоторые женщины считают, как кусок мяса тебя рассматривают, только просто то, что ты молодая, это, конечно, неправильно. И совершенно здесь не угадаешь. Большая проблема бывает и у молодых девушек с рождением. Здесь абсолютно не угадаешь. Что касается моего мнения личного, я бы не рассматривала человека просто исключительно как ресурс, какое-то время, как просто вот она молодая, поэтому только так. Для меня всегда была интересна глубина человека, его личность, что он из себя представляет. То есть, если человек молодой, но мне нечем с ним разговаривать, я с ним вообще общаться не буду. То есть, а здесь речь идет о отношениях, когда в отношениях оба должны стать не просто партнерами по постели, а соратниками, друзьями, да, люди, которые будут и в горести, и в радости друг другом. Поэтому, если относиться серьезно к отношениям и к тому, что вы встретили этого человека там не разовый или не просто как роман может быть, да, но если это что-то серьезное, то я бы на возраст никак не полагалась абсолютно. Ценность человека, как он вас наполняет, какую жизнь он делает для вас, в смысле, какая жизнь у вас с этим человеком, да, сколько вы получаете эмоций, там. Все это очень важно, и только концентрироваться на этом возрасте. Просто это очень большой стереотип, который пошел очень давно, и от него многие не могут избавиться. И женщин винят в том, что они меркантильные, да, и рассматривают мужчин как ресурс, как деньги.
Но некоторые мужчины, давайте быть честными, рассматривают женщину как ресурс, именно это молодость. Это вот это тело молодое, упругое. Некоторые мужчины почему-то абсолютно не понимают, что у женщины с телом упругим может быть, простите, и в 40 лет. Поэтому, дорогие мужчины, знайте, что женщину на самом деле очень обижает вот эта тема возраста. Это не простая история для самой женщины. И я бы лично не рассматривала женщину так, как ресурс, как молодость, или также игнорировала женщину только потому, что она взрослая. Я считаю, что все-таки человека нужно выбирать сердцем, и кто знает, какого возраста ваш человек встретится вам на своем пути. Главное, что вы его встретите, и главное, что вы с этим человеком счастливы. А то, что это было сформировано в обществе, то, что кто-то там будет что-то вам говорить, или это кому-то не понравится, просто наплевать на это нужно и жить своей жизнью, потому что вы есть только сами у себя, и никто за вашу счастливую жизнь не проживет. Вот те злопыхатели, которые вам это все могут вслед говорить, это все совершенно не имеет отношения лично к вашей жизни. Поэтому будьте счастливы и увидимся уже в завтрашнем видео. Хорошего вам вечера и до новых встреч. Пока!